Кажется, у Tesla проблемы. Протестующие выстроились у магазинов Tesla, а некоторые пошли дальше. Начали громить магазины, поджигать машины и зарядные станции в рамках противправительственной акции. Как политические решения Маска отражаются на его бизнесе? Сейчас разберемся. За последний месяц не только на территории США, но и по всем западным странам прокатились волны протеста против, пожалуй, одного из самых известных миллиардеров на данный момент, Илона Маска. Но если быть точным, основная акция протеста направлена против одного из его главных активов – компании Tesla. Протест проявляется в новом флешмобе, который сами участники забастовок называют «свержение Tesla». Поначалу это были обычные демонстрации с транспарантами, но в течение марта ситуация значительно ухудшилась. К примеру, в Нью-Йорке протестующие вломились в флагманский салон Tesla, в Массачусетсе устроили поджог зарядных станций, в Орегоне противники Маска расстреляли сервисный центр Tesla, а в Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный кибертрак. Но протестующие наносят вред не только салонам Маска, но и частному имуществу. В определенный момент участники движения переключились и на обычные Теслы, принадлежащие простым людям. Водители все чаще стали сообщать об актах вандализма с их машинами. Это могут быть выкрики в сторону их автомобилей, забрасывание яйцами и другим пищевым мусором, а также нанесение граффити на них. В сети появился сайт, в базе данных которого имеется огромное количество владельцев машин Tesla. Курсор на нем выглядит как коктейль Молотова. Создатели сайта утверждают, что данные об автомобилях и их хозяевах будут удалены только тогда, когда они докажут, что избавились от своей Теслы. Естественно, владельцы машин начали искать способы защиты или маскировки от набирающей все большие обороты акции. Кто-то начал приобретать различные наклейки на бампер автомобиля «Я против Маска» или «Я купил ее до того, как Маск сошел с ума». Но оказалось, что нашлись еще более креативные автолюбители. Водители стали маскировать свои Теслы под другие марки машин Мазды, Хонды или Ауди. Тут в пролете оказались владельцы кибертраков. Вряд ли их можно выдать за что-то другое. Хотя, конечно, нашлись и те, кто просто налепил наклейку Toyota. Но зачастую с частной собственностью все не выходило за рамки вандализма или небольших дорожных происшествий. Кстати, о них. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Но с чего все началось? Конечно же, с личности Илона Маска. Еще каких-то 15 лет назад он был классическим лицом всех американских бизнесменов. Не особо лез в политику и за почти 20 лет пожертвовал на избирательные кампании чуть больше $1 миллиона. Хотя на первый взгляд сумма кажется большой, для американской политической машины вклад не такой уж и огромный. А учитывая, что на тот момент Маск считал себя центристом с либеральными взглядами на социальные аспекты и консервативными в вопросах экономики, он жертвовал одинаково как республиканцам, так и демократам. К вопросам о выборах Илон Маск также подходил достаточно просто и открыто. На обоих сроках Обама и Маск голосовал именно за него, а на следующих выборах, как это ни странно, сейчас голосовал за Клинтон. Тогда он высказался о кандидатуре Трампа как не о том человеке, который нужен. По его словам, не похоже, что Дональд Трамп тот человек, который хорошо подходит США. После победы Трампа на выборах 2016 года Маск принял участие в 2 советах, консультирующих президента. Его решение было обосновано тем, что чем больше голосов разума услышит президент, тем лучше. Правда, на своем посту Маск провел немного времени, так как вскоре ушел в знак протеста против решения Трампа вывести США из Парижского соглашения об изменении климата. Что интересно, в 2020-м Илон Маск в голосовании не участвовал, так как считал, что голосовать пустая трата времени, поскольку Калифорния является неоспоримым демократическим штатом. Так каким же образом изначально центристский Маск сдвинулся в сторону республиканцев? Одной из причин можно считать отношение Илона Маска к трансгендерам, которое, мягко говоря, неоднозначное. К примеру, в июле 2020 года в своем твиттере он написал о том, что местоимение «отстой». Хотя после этого твита в новостях поднялась невероятная шумиха, и Маска сразу начали обвинять в пренебрежительном отношении к меньшинствам, сам миллиардер заявил, что абсолютно поддерживает трансгендерных людей. Правда, многие издания все равно начали приписывать его к рядам ультраправых активистов. Но вероятно, сильнее всего на Маска повлияли семейные изменения. В июне 2022 года его сын совершил трансгендерный переход, сменив при этом имя на Вивиан и отказавшись от фамилии отца. Скорее всего, это оказало сильное влияние на Илона Маска. Так, например, в биографии миллиардера от журналиста Уолтера Айзексона утверждается, что его политические взгляды правого толка были частично вызваны трансгендерным переходом его ребенка. Также немалую роль в сдвиге политической направленности Маска сыграла пандемия. В 2020
2020-м власти США вводили массовый локдаун, из-за чего были закрыты заводы Tesla, что сильно не понравилось самому Маску. Тогда он открыто критиковал власти и требовал вернуть людям свободу. И именно в этот момент взгляды Маска сошлись с республиканскими, ведь они тоже считали, что законы, принятые во время пандемии, являются покушениями на права и свободы американцев. Но, пожалуй, важнейшим камнем преткновения для Маска является свобода слова. Сам он считает себя абсолютистом свободы слова, а также утверждает, что она является общественным императивом для функционирующей демократии. Именно с этим связана его покупка Твиттера и дальнейшее переименование соцсети в X. Маск провел массовые сокращения в компании и изменил политику X по отношению к свободе слова. Главным событием, связанным с изменениями в Твиттере, можно считать разблокировку аккаунта Дональда Трампа. Сам Маск назвал бан аккаунта Трампа морально неправильным и уже после покупки Твиттера провел опрос, в котором более половины голосовавших пользователей высказались за отмену блокировки Трампа. Но изменения в Твиттере имели и неприятные последствия. Так, например, в соцсети все чаще начали продвигаться фейковые новости, что привело к массовому уходу рекламодателей. Именно поэтому многие источники утверждают, что покупка соцсети не принесла Маску большой прибыли, но при этом, благодаря приобретению платформы, Илон Маск все больше начал сближаться с республиканцами и непосредственно Трампом в своих высказываниях. К примеру, весной 2022 года Маск заявил, что больше не может поддерживать демократов, добавив, что они являются партией ненависти и разделения, и призвал голосовать за республиканских кандидатов. Но самое интересное, что Илон Маск не сразу стал поддерживать Трампа в президентской гонке. В ноябре 2022 года он написал в Твиттере, что поддержит Рона де Сантиса на президентских выборах в США, если тот решит баллотироваться. Тогда Маск заявил, что это был первый раз, когда он отдал бы голос за представителя республиканской партии. Также он сделал первое крупное пожертвование в $50 миллионов. Но уже в начале 24-го Маск решил поддерживать Трампа. Официально же он объявил о своей поддержке после покушения на Трампа в Пенсильвании. С того момента Илон Маск стал активно спонсировать избирательную кампанию Трампа и потратил на нее более $275 миллионов, став крупнейшим спонсором Дональда Трампа. Еще в августе того же года Трамп заявил, что, безусловно, рассмотрит возможность предложить Илону Маску должность в кабинете министров Белого дома или предложит ему роль советника. Миллиардер ответил словами: «Я готов служить и сгенерированной нейросетью картинкой, на которой он расположен за трибуной с надписью Министерство правительственной эффективности, аббревиатура которой отсылает к популярному мему с собакой». После победы на выборах Трамп заявил, что Маск возглавит комиссию по повышению государственной эффективности. Основная задача комиссии — сохранить бюджету около $2 триллионов. Главная тактика, которой придерживался Маск — скорейшее сокращение чиновников и бюджетных трат. Именно на этом моменте начались большие волнения не только в Белом доме, но и по всей стране. Основная часть работников Министерства правительственной эффективности размещается в Белом доме. Там вместо привычных офисов разместились спальни с кроватями и комодами для сотрудников департамента. Да что уж говорить, даже сам Маск ночует на новом рабочем месте, что, кстати, отсылает во времена, когда он точно так же оставался на ночь в Tesla и SpaceX. В команду бизнесмена входит около 50 человек, многие из которых до этого работали с Маском над другими его проектами. Департамент под главой Илона Маска решил действовать смело и решительно. Почти сразу они установили контроль над управлением кадровой политики Белого дома, над базой данных госслужащих. Также DOGE начала отслеживать финансовые потоки других министерств, при этом блокируя те, которые можно рассмотреть как пустая трата или мошенничество. Помимо этого, они также получили доступ к правительственным базам данных с конфиденциальной информацией, таким как налоговая служба. Именно с таким заголовком пришли письма для всех госслужащих в первые дни работы администрации Трампа. Суть этой фразы отражается в предложении двух путей для работников госаппарата. Либо уволиться добровольно, при этом получив компенсацию, либо продолжать работать дальше, с осознанием возможного увольнения. Причем Белый дом предполагал, что предложением воспользуются от 5 до 10% госслужащих, но при этом уволилось всего 4. После этого департамент Маска сразу начал действовать. Они решили почти полностью сократить агентство международной помощи USAID. Дело в том, что работа ведомства направлена на финансовую и материальную поддержку по всему миру. А это, в свою очередь, подразумевает трату бюджета и налогов простых американцев, что им, естественно, не нравится. В частности, самому Маску и Дональду Трампу. По итогам массовых сокращений были отстранены около 11 тысяч сотрудников USAID, а Маск высказался об агентстве как о преступной организации.
Но случай с USAID стал только началом. После него команда Маска взялась и за остальных госслужащих. С начала работы под сокращение попали около 20 тысяч федеральных сотрудников, работники налоговых служб, Министерства здравоохранения и образования. Причем увольнения проходили невыборочно, при этом кто-то получал официальное решение о сокращении, а кого-то даже об этом не оповещали. Причем в продемократических СМИ массовые увольнения вызвали огромную волну негатива. Так, например, после освещения в прессе увольнения сотрудников органа по содержанию ядерного оружия, все сокращенные сотрудники были восстановлены. Подход Маска — делать все быстро и эффективно, при этом исправляя ошибки по пути, и вызвал критику работы бизнесмена и всего его департамента со стороны общественного мнения. Сейчас на официальном сайте Министерства Маска указано, что в ходе его работы было сэкономлено более 100 миллиардов долларов, а цель — 2 триллиона. Основная волна критики в сторону действий миллиардера идет, конечно же, от представителей Демократической партии. Его обвиняют в неограниченных полномочиях и нарушении большого количества законов, а также отсутствие какого-то метода контроля над департаментом бизнесмена со стороны правительства. Также демократы обвиняют Маска за безразмерное спонсирование его фирм Tesla и SpaceX от государства. Так, в пример приводят закупку Госдепом бронированных автомобилей Tesla на сумму в 400 миллионов долларов. После публикации потенциальной сделки в прессе проект быстро свернули. Но работа департамента Маска вызвала негативное отношение не только у демократов, но и у некоторых представителей республиканской партии. Так, некоторые сенаторы и конгрессмены опасаются за свои избирательные голоса на следующих выборах в 2026 из-за масштабных сокращений, вызванных работой Маска. Также критики подверглись спорные решения о сокращении ветеранов, которые по закону имеют определенные привилегии при работе на государственной службе. Само движение было создано в начале 2025 года по инициативе американского актера Алекса Уинтера и преподавателя журналистики Бостонского университета Джоан Донован. Причина участников движения проста. По их мнению, американский народ не выбирал Маска на его должность. Многие считают, что бизнесмен просто купил себе место в Белом доме за счет спонсирования предвыборной кампании Дональда Трампа. Большинство людей, приверженных свержению Тесла, возмущены действиями Маска и его Министерства правительственной эффективности. Почти всех противников миллиардера пугают бесконтрольные повальные сокращения и увольнения, которые могут, по их словам, напрямую повлиять на их жизнь и будущее их страны. В основном они обеспокоены в сокращениях в сфере здравоохранения и образования. Некоторые из участников движения считают, что действия Маска и сама его личность более опасны для американского общества, чем те же действия Дональда Трампа. Так, по их мнению, в отличие от президента, департамент Маска и сам бизнесмен никак не контролируются ни государством, ни народом, что также подогревает страх приверженцев Демократической партии. Поэтому решением участников движения был прямой удар по одному из главных активов Маска — его бизнесу. На официальном сайте активистов опубликован призыв к продаже автомобилей и присоединению к митингам для сохранения демократии и свободы, а также свержения Маска. Такая неприкрытая борьба уже отразилась на акциях Tesla. С начала года стоимость акций упала больше, чем на 40%. В результате состояние Маска сократилось на 100 миллиардов долларов, а рыночная стоимость его автобренда на 700 миллиардов. Сам бизнесмен назвал акты вандализма против его компании террористическими, а президент Трамп заявил, что демонстранты, которые нападают на салоны Tesla, вредят великой американской компании, а участники движения попадут в ад. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Все уголовные дела против вандалов специально переводят из юрисдикции штатов в федеральную юрисдикцию. Дело в том, что во многих штатах у власти находятся демократы, которые снисходительно относятся к леворадикальным активистам. Федеральные же суды более тесно связаны с правительством, которое не склонно щадить врагов главного спонсора президента США. Сам же Трамп отметил, что ждет, когда, по его словам, больные террористы-отморозки получат 20 лет тюрьмы за то, что они делают с Илоном Маском и Tesla. Также президент в начале марта устроил нечто вроде презентации компании, купив себе новый кибертрак от компании Маска. Однако это шокирующее падение на самом деле пока не означает, что Маску грозит банкротство. Дело в том, что резкий рост акций компании пришелся на декабрь прошлого года, когда Трамп уже выиграл выборы и стало известно, что миллиардер будет одним из его ключевых советников. Сейчас акции компании откатились к значениям до выборов, так что по сути Илон Маск ничего не потерял. А его главный актив, Tesla, по-прежнему носит статус самой дорогой компании на мировом авторынке. Ее рыночная капитализация составляет почти 900 миллиардов долларов.